Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы возвращаемся к теме Днепра. Ведь есть у меня интереснейший материал для эксперимента. Это, братцы, электропривод. Здесь сразу хотелось бы отметить, что авторство не мое. Есть у меня хороший знакомый Алексей Фека, который давно и плотно увлекается темой электротранспорта. Есть у него электровелосипед собственной сборки. Был проект «Электроява». По городу он передвигается на электрожигулях ВАЗ-2111, если не ошибаюсь. Ну и теперь дошла очередь до наших оппозитов. Собрал он вот такой комплект для установки в раму Днепра, Урала, либо К-750, что позволяет колясочный мотоцикл превратить в электротранспорт. Давайте взглянем на это поближе. В качестве двигателя здесь использован стартер-генератор от Toyota Prius. Он управляется контроллером, есть газулька, как на электровелосипедах, ну и, конечно же, увесистая и емкая аккумуляторная батарея. Я думаю, какие-то подробности по характеристикам и параметрам электрической составляющей лучше уточнять непосредственно у автора, чтобы не получилось, как в испорченном телефоне. Что же касается механики, то здесь все у нас на виду и все можно потрогать руками. Электродвигатель соединен с фрагментом ураловского картера, задней его половиной, к которой в свою очередь прикручивается коробка передач. На самом деле достаточно нестандартное решение для электротранспорта, поскольку обычно применяется прямой привод, то есть мотор-колеса, либо передача через какую-то раздатку, дифференциал, редуктор, но без возможности изменения передаточных чисел. В принципе, ведь коробку передач придумали потому, что у бензиновых двигателей максимальная мощность достигается лишь в узком диапазоне оборотов. И чтобы эти обороты поддерживать, меняя скорость вращения колеса, и сделали возможность переключать передачи. Если мы сразу включим четвертую, то на бензиновом двигателе не тронемся. Ну или тронемся, но очень тяжело. Здесь же крутящего момента хватит для того, чтобы тронуться сразу на четвертой и на ней продолжать движение. И теоретически мы получаем 3 понижайки разной степени пониженности. Очень интересно посмотреть, как это будет в действии. Вся система скомпонована сейчас на раме для наглядности, для того, чтобы определиться с габаритами, что, как и где будет стоять. Предлагаю сейчас взять провода и немножко потренироваться в подключении, а заодно проверить работоспособность системы. Присоединил минусовую клемму аккумулятора, отмеченную черным, к черному проводу, который уходит в контроллер, а плюсовую клемму, отмеченную красным, соответственно к красному проводу через 2 предохранительных автомата. Когда мы их включаем, система получает питание, но пока не работает, ведь должен быть какой-то замок зажигания. Его функцию пока выполняет вот этот тумблер. Все, наш мотоцикл завелся и готов ехать. Первая передача и немножко газу. А если включить третью, сразу выросли обороты. Четвертая. Газу даю совсем чуть-чуть. Обороты серьезные. Возвращаемся на первую. И нейтралочка. Выключаем зажигание, выключаем автоматы. Но, как вы понимаете, до этой стадии испытаний Алексей спокойно добрался и без моей помощи. А вот следующим этапом неплохо бы двигатель установить на мотоцикл, у которого есть исправная ходовая, тормоза, светотехника и желательно документы для проведения полноценных тестовых заездов.
А я как раз собрался на своем Днепре менять двигатель, выкидывать ураловский и ставить днепровский. А в промежутке между ними с удовольствием согласился испытать электропривод. В общем, мне сейчас предстоит демонтировать с Днепра заднее колесо, редуктор, коробку, двигатель и топливный бак, а затем на его раму мы установим электродвигатель. Это, конечно, займет какое-то время, и параллельно этой работе я поставлю на зарядку аккумулятор. Для этой цели у нас есть сетевое зарядное устройство. Включаем вилку в розетку, загорается зеленая лампа, и штекер вставляем в разъем аккумуляторной батареи. Лампа поменяла цвет на красный, зарядка пошла. Со снятием ураловского двигателя я провозился до вечера. На улице уже стемнело, а я только-только его достал из рамы и приготовился нести в мастерскую. Надеюсь, установка пройдет быстрее, ведь нам сейчас не понадобятся глушители, карбюраторы, топливный бак и воздушный фильтр. Но сначала еще необходимо все это открутить, а чтобы не запутаться в проводах и разъемах, которых здесь довольно много, я предлагаю трансплантировать систему целиком. Двигатель, контроллер и соединяющие их провода. А вот коробку возьму, пожалуй, свою, она посвежее. Тут довольно любопытно оценить, как все это выглядит изнутри. Как видите, маховика уже нет. Да он электродвигателю и не нужен, ведь у него своей инерции хоть отбавляй. От сцепления тоже избавились за ненадобностью. А есть у нас вал электродвигателя, который, судя по всему, был очень коротким. В него вставили и обварили цапфу, на которую одевается вот эта стальная втулка. Уж не знаю, на шлицах или на шпонке, но на чем-то она держится. В торец вкручен болт, который ее фиксирует, а здесь приварена шлицевая втулка, даже две. Это шлицевые части самых обычных фрикционных дисков наших Уралов или Днепров. В них будет вставляться первичный вал коробки передач. Соединение получилось достаточно надежное, но, на мой взгляд, слишком жесткое. По-хорошему, сюда бы установить эластичную муфту, которая, во-первых, компенсировала бы возможные отклонения центровки валов относительно друг друга, а во-вторых, сглаживала все удары от трансмиссии на вал двигателя, либо наоборот. Как же сейчас обеспечили центровку? Ну, понятно, здесь проточили, наверное, цапфу вместе с валом, одели втулку и затем, состыковав все это с коробкой, прикрутив ее к картеру, уложили на двигатель, сделав снаружи прихватки, а затем варили уже сплошным швом изнутри. И судя вот по этим швам, пошли трещины. Значит, недостаточно хорошо прогрели деталь. Наверное, но это только мои предположения. Что же, не помешает сюда заложить немного смазки, и судя вот по этому болту, шток сцепления из коробки тоже придется достать. В процессе установки двигателя, ну а точнее уже подключения проводов, я немного покрутил руль вправо-влево, и мотоцикл у меня спрыгнул с центральной подставки. Лег прямо на раму. Надо как-то поднимать. Бывает.
Обошлось без каких-то серьезных повреждений, но на всякий случай подстрахуюсь и сейчас установлю редуктор и колесо, чтобы падать мотоциклу было уже некуда. И вот, кажется, все наконец готово. Двигатель установлен, коробка, колесо, редуктор, тормоза, а также электрическая часть. Контроллер я закрепил на раме и все провода, чтобы не болтались, зафиксировал пластиковыми стяжками. Сейчас у нас на мотоцикле две проводки. Одна его стандартная, которая питается от 9-амперного аккумулятора. Если мы включим массу и зажигание, видим, у нас нейтралка. Отработал спидометр, протестировался. Напряжение в сети 13,1 вольта. Температура датчиков сейчас никаких нет, так что не обращаем внимания. Время тоже сбилось из-за того, что аккумулятор я снимал. Проверим свет, сигнал. Все отлично. И между этими двумя проводками появился маленький блочок. Это преобразователь, который трансформирует 80 вольт в 14. И если мы сейчас включим два автомата, то увидим 14,2 вольта. То есть сейчас этот аккумулятор заряжается от этого. Идет процесс зарядки. Что же, включаем зажигание нашего электродвигателя. Трос газа я соединил с рукояткой, чтобы все было удобно. И я готов пробовать. Работает, но это у нас нейтралка. Давайте, например, вторую. Кажется, не воткнулась. О, теперь точно вторая. И вот мы уже едем. Газ очень чувствительный, буквально чуть-чуть. И он уже начинает раскручиваться. Четвертое. И главное, чтобы сейчас мотоцикл не соскочил с централки. Выглядит это очень интересно. Вернемся вниз. О, это нейтралка между четвертой и третьей. А вот это, кажется, первая. Да, это будет режим максимальной тяги, максимального крутящего момента на заднем колесе и, следовательно, максимального ускорения, но неизвестно до какой скорости. Очень интересно все это испытать и испробовать на дороге, но уже не сегодня. Ну а сегодня остается лишь собрать инструменты и аккумулятор занести в мастерскую. Штука все-таки достаточно дорогая и неприятно будет, если ее кто-то унесет. О, слушайте, забыл поставить седло. На чем же я завтра поеду? Сейчас прикрутим, чтобы завтра время не терять. И вот, наконец, наступил долгожданный день испытаний. Конечно, здорово было бы выехать сейчас на этом мотоцикле на ровную и гладкую, как стол, соленую поверхность озера Бонневиль и прогнать из конца в конец, замерив максимальную скорость в сухой и жаркой пустыне. Но придется довольствоваться туманными и сырыми дорогами общего пользования. Погода не радует. Не сказать, что дождь идет, но туман такой, что влага конденсируется на крышах и с них постоянно капает. Полностью заряженный аккумулятор укладываем в коляску и подключаем провода. Вот уже Ифека подъехал, автор данного чуда техники. А у нас все готово к запуску. Масса, зажигание мотоцикла, нейтралка, 12,8 на аккумуляторе. И включаем автоматы. Уже 14,2. И включаем зажигание. Такая первая проба. Легонько. Да, на нейтралке хотел тронуться. Первая передача. Поехали. Но есть проблема. У меня провалилась только что
подножка. Значит, я вчера не дожал ось. Сейчас подтянем. Поджал изо всех сил. Надеюсь, будет держаться. Повторяем процедуру. Зажигание автоматы. Держится. Ну, поехали на выезд. Сцепление выжил, молодец. На первой передаче можно двигаться достаточно медленно. Ну что, на улицу выбрались. Все, в принципе, готово. Начнем с первой передачи. Потихонечку газку. И ускорение. Сложно определить на глаз, какие у нас сейчас обороты двигателя, но скорость 35 км в час. Да, это предел движка, газ до упора. 35, даже 38, я бы сказал, на первой передаче. Опять выжил сцепление. Включим вторую. Уже тяжелее, но идет. Идет в разгон. Доеду до перекрестка и развернусь в обратную сторону. Так, тормоза. Отлично, тормоза есть. По привычке переключился на первую. Вторая. Расходимся со встречкой, объезжаем ямы. На второй уже быстрее. Около 50. Думаю, по этим ямам быстрее и не надо. Положение ручки газа до упора. Где-нибудь тут сейчас снова развернемся. По привычке пытаюсь нейтралку включить. Зачем-то. Разворот. И давайте включим четвертую. Попробуем с четвертой поехать. Есть разгон, но очень медленный, задумчивый. Газ до упора, динамика становится чуть быстрее, но уже ясно, что на четвертой с десяткой в редукторе динамичного разгона ждать не стоит. Ну, теперь очередь автора сесть за руль. Одну секундочку, я все-таки на вольтметр хочу посмотреть. Давай вместе посмотрим. Ужас. 80. Уже просел? Да, из-за этой погоды, из-за того, что батарейка повидавшая жизнь, такие просадки дикие. Давай туда запихнем. О. Ну, Поворот. И беззвучно пошел. Ну, почти беззвучно. Как метро.
Короче, не едет. Не едет? Судя по всему, дело в батарее. Угу. Когда хорошо открываю газ, даю ручку до упора, то есть максимальный момент, падает аж до 60 с копеечками. О, Да, это вообще ни о чем. ну Мотор батарейку я только что снял с зарядки. У меня есть еще одна дома. Может их спараллелить как-то надо будет, чтобы она в половину от этой, Угу. ну, пол емкости. Едет, и видно, что момент там есть. Если ему дать электрическую мощность, то будет и механическая на колесе. Но с электрической пока проблема. Эта штука позволяет обработать электрическую мощность очень сильно, но она ее подает на мотор, но ее надо где-то взять с батареи. А с батареи батарея старая, плюс холодно. Нужны рога, как у троллейбуса. Сейчас выедем, накинемся на сеть. И погнал. Но ощущение прикольное. Прикольно. Громко работает. Громко прям. Ну что же, ввиду сильной просадки напряжения на батарейке мы решили на сегодня испытания наши приостановить. Давайте проверим работу задней передачи. Так, у нас зажигание включено, автоматы включены. Смотрим по зеркалам. Задний ход. Уху! Так. Воу. Не навернуться бы. И заезжаем аккуратненько во двор. А вот, кстати, и Фекин электромобиль. Мы к нему сейчас еще подойдем. Какое же мы приняли решение? Лёшка попробует найти хорошую мощную батарейку для этого мотора. И мы повторим заезды. Может, уже выберемся куда-нибудь, где можно разгоняться, не боясь, что дети выбегут на дорогу или пенсионеры. И там попробуем выжать из этого двигателя то, что он может. Ну а пока пускай отдыхает. Давайте заглянем под капот. Это у нас ВАЗ-2111, да? Универсал. Да. Но вообще это не ВАЗ. Это Made in Ukraine. Богдан. Не странно, да. Богдан. 11-я модель собрана в Украине. Прикольно. Контроллер. Да, 18 киловатт. А это все батарейка. Вот такую бы в коляску поставить, но ее отсюда долго снимать. И тогда придется снимать и контроллер. Потому что здесь батарейка на 120 вольт, тот контроллер уже... Можно соединить длинными проводами мотоцикл с машиной, еще шворку кинуть. Можно, в принципе, без проводов. Да, ехать паровозиком. Прикольно. А мотор у тебя где? А вот он снизу, но не знаю, насколько его будет видно. Он ровно под батареей. Ага. Вот он. То есть он довольно небольшой. Так там, да, похожий двигатель. Ну, технически это практически одно и то же. По мощности они... Ну, здесь чуть-чуть мощнее, но с учетом того, что контроллеры по мощи одинаковые, Угу. и мощность на моторе будет одинаковая. Ну и насколько тебе этой батарейки хватает по городу, Ну, если... по лету, когда теплая погода, на километров 45 мне точно хватало. Угу. К валидолу не кажется. Ну, Там нормально. запас оставалось. И заправляться не надо. И по городу туда-сюда. Ну, вообще проект не очень удачный получился. Я его буду разбирать. Как комплект, кит для машины для переделки, все супер. Ну, как машина в целом, херня. Стекла потеют, печки нету. Ага. Вот это вот все, ты едешь, там тряпочки. Вот, собственно. Вот. Ну да. Хоть что-то видно. Для обдува лобового стекла установлен электрический фен. Печки-то нет. А этот фен для обогрева ног. А как они... они через этот, через... Нет, просто напрямую от батареи. От 80 вольт? А тут не 80. А, 134 высшая точка, 120 номинал. ну тогда да, им хватает. Ну, то есть вот. Как американская сеть.
Прикольно. Так сюда можно и телевизор включить, и холодильник. Большинству блоков питания, честно говоря, все равно, сколько там вольт. А бы не больше, чем надо было. Так они от 80 все заведутся. Так Да. и живем. Прикольно. Давай, до встречи. Пока. Такое ощущение, как будто сама покатилась. Батарейку я отсоединил и занес в мастерскую. А сам мотоцикл пусть пока постоит собранным в ожидании более мощного и более емкого аккумулятора, с которым мы постараемся повторить тестовые заезды. И все-таки хорошо, что я поехал первым, ведь я не знал, на что рассчитывать, и остался доволен. А Фека давно и плотно работает с этой техникой, были у него определенные ожидания, которые, к сожалению, не оправдались. И это лишь подтверждает слова: в великих знаниях великие печали. Ну или по-простому: меньше знаешь, крепче спишь. Не беда, я думаю, все наладится. Хотя закрадывается мне в голову мысль, а может быть виноват сам Днепр? Помните, он у нас с днепровским движком быстро не ехал, потом с ураловским отказывался разгоняться, а теперь еще и с электро максималку не выдает. Но это уже на грани мистики. Пишите, что вы думаете в комментах, а на этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.